Гераклит Эфесский, Гераклит Темный, плачущий философ, считается одним из важнейших философов в истории философии, с которого можно вообще говорить о том, что начинается философия. Он стоит у истока формирования греческой философии наравне с Парменидом, с Пифагором и рядом других мыслителей. Héraclite, plein de haine contre son origine, se retire dans la montagne, le front altéré, voué à la solitude éternelle d'une longue déambulation terrestre. L'homme, cette brute, a oublié la sainte équivalence de toute chose, et la Grèce, beauté suprême, sombre. Но при этом возникает вопрос, можно ли назвать его, собственно, философом? Если он стоит у истока философии, возникает вопрос, почему он является, собственно, философом, потому что до него философия как определенной традиции у нас нету. Поэтому мы говорим о нем как о философе, исходя из того конца философии, в котором мы сами находимся. Нам приходится распутывать паутину философии с того конца, в котором мы сами себя наблюдаем, для того, чтобы прийти к этому началу, в котором мы окажемся перед Гераклитом. Но вот сам Гераклит для самого себя, разумеется, философом не был. Но не только потому, что не было традиции философии, не было также тех вопросов, того круга вопрошания, в котором вращаются вопросы философии. В этом отношении можно говорить о Гераклите как о философе изначального мышления. Так, скажем, о нем будет говорить Мартин Хайдеггер. И более того, Хайдеггер заметит, что Гераклит – это тот философ, который стоит ближе к бытию. К подлинному бытию он гораздо ближе, чем мы с вами. Считается, что у него не было учителей, и он сам создает самого себя. От самого Гераклита до нас дошли лишь скудные фрагменты, около 130 фрагментов. К этому еще можно добавить некоторую доксографию, то есть сведения, относящиеся к тем мнениям, к тем анекдотам, с которыми связана жизнь Гераклита. Это все позволяет как-то реконструировать его мысль, как-то представить себе тот образ мышления, который мы находим у истока философии, у истока европейского мышления. Вот что для нас важно в Гераклите. Кроме всего прочего, это его непосредственность. Он гораздо ближе к мышлению и ближе к бытию, чем мы с вами. В силу чего? В силу того, что для нас философия, мышление, вопросы философии. Как бы мы ни хотели попытаться отбросить этот момент, но, к сожалению, мы очень предельно нагружены традицией, мы очень предельно нагружены теми вопросами, которые не мы сами себе задаем, исходя из той проблематики, из той тяжбы в бытии, которую мы могли бы обнаружить в себе, а в силу, например, традиции тех или иных текстов, того или иного понимания этих текстов. Иными словами, вопросы философии нам навязаны не проблематизацией бытия и человека в этом бытии, а текстами. Откуда мы знаем вообще, что такое бытие? Я хочу сказать, что вот мы, философы 21 века, занимаясь философией, сталкиваемся с такими понятиями, как бытие. Да, мы сталкиваемся с этими понятиями в наследии философов. И тогда мы не занимаемся философией, тогда мы занимаемся философоведением. Можно в скобках заметить, что 99% всех университетских академических философов занимаются именно этим. Да не только университетских, замечу в скобках, потому что, к сожалению, очень многие поддаются этому соблазну воображать себя мыслящими, воображать себя связанным с мышлением, там, где действительно еще до мышления далеко. И в этом отношении можно заметить, что философия – это самое опасное занятие, поскольку она формирует образы неистинного отношения с бытием, в силу, опять же, причастности современного философа не столько философии, сколько текстом. Тексты задают вектор нашего мышления. В каком-то отношении с этого начинает философию Хайдеггер, говоря о так называемом забвении бытия. В связи с этим мы можем сказать и о забвении философии. Точнее, Хайдеггер мог бы так и сказать, о забвении философии, поскольку бытие является ключевым вопросом философии.
А поскольку всякий раз, когда задавая вопрос о бытии, мы пускались в ответ на вопрос, что оно такое, вместо того, чтобы прояснить для себя смысл самого вопрошания о бытии, мы в этом отношении всегда оказывались перед лицом не того, о чем мы вопрошали. Héraclite quitte les hommes, leurs enfants et leurs fêtes. Il se dirige vers le temple d'Artémis. Là, il va cacher son savoir. Arrête. Retire-toi. Je suis le seul dieu de ce sanctuaire. Ну, что касается Гераклита и его фрагментов, есть несколько традиций толкования его наследия. Самая яркая, известная и такая очевидная традиция толкования восходит к Платону, ну и далее к Гегелю. В этой традиции акцент ставится на так называемой диалектике, на так называемом изменчивости бытия, становления бытия, образ непостоянного, вечно изменяющегося бытия. Бытие как река, в которую нельзя войти дважды. Ну, казалось бы, на этом только лишь философию строить, достаточно сомнительно, согласитесь. Если бы мы только лишь утверждали, что нет ничего постоянного, все течет и все меняется, вещь, конечно, важная для понимания некоторых бытийных структур, но по большому счету, наверное, только лишь на этом философию построить было бы проблематично. А другая традиция толкования Гераклита, она сравнительно недавно возникает, благодаря тому же Хайдеггеру, да? Когда мы берем какие-то фрагменты или даже какие-то отдельно взятые анекдоты, связанные с жизнью и учением Гераклита, и пытаемся через это развить некоторый смысл. Говоря о биографии Гераклита, мы знаем, что он был из царского рода Басилевсов, но, правда, к тому времени этот род сохраняет лишь свое формальное, номинальное значение власти. И можно сказать, что он был первым, кто отошел от общественных интересов жизни полиса, что, конечно, не могло сказаться на его отношении и к гражданам, и наоборот, граждан по отношению к Гераклиту. Итак, Гераклит, отказавшись от царской власти, живет в уединении, посвящает себя философии, но это, опять же, то, что до нас дошло. Сложно сказать, действительно ли он жил только лишь в пещерах, питался кореньями и так далее, и так далее. До самого Гераклита у нас имелись так называемые 7 мудрецов, стоявших в ряду граждан, принимавших участие в жизни полиса, а также были уже и пифагорейцы, которых, заметим, Гераклит критиковал, в частности, Пифагора называя изобретателем надувательств. Тут в скобках еще можно заметить, что Пифагор это был первый, кто называет себя философом. И в этом отношении, там, где Гераклит критикует Пифагора как изобретателя надувательств, вполне себе уместно допустить, что Гераклит под этим понимает и саму философию. Это, конечно, иронично звучит и не выдержит никакой критики, но в целом мысль достаточно верная. Гераклит критикует, пусть даже в тех формах, в которые мы видим эту критику. Можно ли назвать критику просто сказать, что Пифагор изобретатель надувательств? Это не полноценная критика, не развитая, но в целом это некоторое указание на неподлинность мышления, а именно указание на то, что в одном из фрагментов будет схвачено как многознание уму не научает. Итак, у нас есть 7 мудрецов, принимающие участие в жизни полиса, и есть пифагорейцы. А пифагорейцы – это все-таки община, это все-таки эзотерическая, мистическая община. Там тоже от философии, на самом деле, кот наплакал. Сложно сказать, что в них именно философского, больше эзотерического, больше мистического, практики жизни, но что там в философии, есть, конечно, следы, но такой той развитой философии, которую мы находим впоследствии, там сложно было бы разобраться. И в каком-то смысле у нас есть два полюса. Да? С одной стороны, есть какая-то открытость в полюсе и, наоборот, закрытость. А Гераклит в этом отношении, он является таким синтезом, с одной стороны, царской власти, ее
пусть и номинальной, приверженности к полису и в то же время закрытости, такой эзотеричности, мистичности в известном смысле. Ну, о его жизни мы знаем в основном по воспоминаниям, опять же, дошедших до нас анекдотов, которые при этом также являются, как мы уже отметили, частью его наследия. Ну, а его презрение к толпе было следствием понимания недостойности той жизни, которой живут его граждане. Ну, отсюда и образ плачущего философа, который противопоставлялся смеющемуся Демокриту. Ну, в частности, Гераклит всякий раз, как выходил на люди и видел вокруг себя столько дурно живущих, вернее, дурно погибающих людей, плакал и жалел всех, кто сам себе казался радостным и счастливым. Демокрит, говорят, напротив. Но что касается Демокрита, этому можно было бы посвятить отдельно взятый фрагмент. Здесь просто заметим, что по мысли Демокрита в основе бытия лежат атомы и пустота. И поэтому там, где люди радуются, скажем, какому-то золоту, какому-то успеху, каким-то богатством и так далее, для Демокрита, понимающего подлинную суть природы, понимающему, что лежит в основании вещей, для него это, конечно, казалось смешным. Так же, как и для Гераклита. Только Гераклит в этом отношении горько плакал. Ну, известно, что сограждане однажды предложили ему принять участие в управлении государственными делами, но Гераклит отказался, потому что он не одобрял их государственного устройства, законов и правления. Nous entrons, et nous n'entrons pas dans les mêmes fleuves. Nous sommes, et ne sommes pas. Le singe le plus beau est laid. Compare-le à l'homme. Le maître, dont l'oracle est à Delphes, n'affirme ni ne cache rien. Il signifie. Le soleil, large comme un pied d'homme. Ну вот мы сказали, Гераклит темный. А почему он темный? Это что в нем такого темного? Только лишь потому, что у него был мрачный мизантропический характер? Есть также несколько трактовок в понимании этой темноты. Так скажем, Цицерону пришла в голову мысль, будто Гераклит преднамеренно писал так темно, чтобы затуманить свою мысль, чтобы не сделать ее доступной непосвященными. Но такая преднамеренность была бы очень плоской, и она представляет собой не что иное, как плоскость самого Цицерона, превращающего ее в плоскость Гераклита. Но поскольку римляне, как заметит в этом моменте Гегель, как известно, мало что понимали в греческом мышлении, мнение Цицерона о Гераклите не вызывает удивления. Но также есть мнение, что темнота Гераклита является скорее следствием небрежности, словосочетаний, невыработанности языка или просто какой-то поспешности, неграмотности в том числе. Вот также такого же мнения будет придерживаться Аристотель, который в грамматическом отношении видит эту небрежность в недостатке знаков препинания. Аристотель отмечает, что не знаешь, относится ли слово к предшествующему или последующему. То есть известны вот это вот моменты, связанные с текстами Гераклита. Казнить нельзя помиловать. Ну, это не фрагмент Гераклита, но вот в целом пример того, как работают тексты Гераклита. Непонятно, если поставить запятую в одно место, будет другой смысл. Поставишь в иное место, будет другой. Гераклит не особо дружил со знаками препинания. Ну, это в каком-то смысле такое общее место, можно заметить, для многих философов, быть таким небрежным к тексту. Я имею в виду не только современных, но и ранних мыслителей. Этим будет отличаться, скажем, великий Платин, да, великий неоплатоник, тексты которого тоже отличаются достаточной дремотностью именно в силу, кроме прочего, конечно, еще и языком плохим языком. Ну и, конечно, известно и мнение Сократа о тексте Гераклита. Он отмечал, что то, что я понял в ней, превосходно, а то, чего я не понял, я полагаю, что она также превосходна, но она требует храброго пловца, чтобы переплыть ее. А вот Гегель, отмечая темноту Гераклита, замечает, что она имеет своей главной причиной то обстоятельство, что в ней выражена глубокая спекулятивная мысль,
Понятия, идея, они противны рассудку, но не в состоянии постигнуть их, между тем, как математика, напротив, дается ему очень легко. Но что эта темнота дает нам содержательного? Может быть, эта темнота проясняет для нас исток философского вопрошания. И в этом отношении Хайдеггер заметит, что любой мыслитель, если он истинный мыслитель, он чаще всего и оказывается темным и неясным. Толпа охотно с этим соглашается, потому что все, чего ей не удается уразуметь сразу, она тут же воспринимает как оскорбление, возвращает мыслителю с пометкой «неясно». Поэтому всегда к этой репутации людей неясных, в каком, впрочем, мыслители чувствуют себя наилучшим образом, примешиваются подозрения в том, что они сами стремятся сделать свои мысли максимально тяжелыми, стало быть, темными, а потому таинственными и значительными. В связи с этим, конечно, существует проблема. Особенно ею грешат начинающие философы, молодые философы. Причем я здесь говорю не только о возрасте, но и в целом в понимании философии как некоторого мышления. Я хочу обратить внимание, что иногда люди намеренно затемняют, намеренно усложняют свои мысли, чтобы, возможно, заглушить под натиском этого нагромождения слов пустоту, которая внутри них содержится. Такое, к сожалению, иногда бывает сплошь и рядом, когда густота текста намеренно заглушает пустоту мысли. Гераклит, конечно, не относится к таковым мыслителям. Темнота Гераклита во многом связана именно с тем, что она противостоит здравому смыслу, противостоит тем явлениям, которые мы принимаем на веру и считая их истинными. В связи с этим мы и говорим о Гераклите как о изначальном мышлении. Впервые только здесь появляется подлинное вопрошание о бытии, там, где мы начинаем вскрывать внешний слой видимости и замечать, что за ним стоит нечто совершенно иное. Там только и начинается некоторый проблеск философии. Мы сказали, что в осмыслении Гераклита имеет место быть и истории, связанные с ним. В частности, таким путем идет в своих лекциях о Гераклите Хайдеггер, разворачивая свою мысль о нем в пространстве двух историй. Итак, первая из них гласит: «Вот что рассказывают, — сказал Гераклит чужакам, которые хотели добраться до него. Прибыв, они увидели, что он греется у печи. Тогда они остановились, увидев их удивление. Он ободрил их и велел войти, сказав: и здесь присутствуют боги». А вторая история гласит: он же вернулся в святилище Артемида, чтобы поиграть с детьми в кости. Вокруг него собрались эфесяне, и он сказал им: «Чего дивитесь, негодяи? Не лучше ли делать это, чем вместе с вами хлопотать? Аполис». Итак, в первой истории мыслитель стоит у печи, а в другой играет с детьми. В первой истории, как об этом заметит Хайдеггер, к мыслителю пришли как к мыслителю, желая увидеть в нем некоторое величие, некоторую грандиозность. А он всего лишь грелся у печи, сказав, что и здесь пребывают боги. Речь идет, конечно, о повседневности, о том, что здесь и сейчас разворачивается мысль, разворачивается бытие. Оно не где-то там, не где-то за горизонтом, так же, как и смерть. Она всегда наличествует здесь, а не в отдалении. Ошибочно думать, что бытие или смерть скажется в нас где-то в отдалении, так же, как и боги, и так же, как и Бог. Нужно ли идти в храм, чтобы быть ближе к Богу? Вопрос, который мы задаем из века в век, и так и не находим на него нужного ответа. Гераклита часто считают философом огня, философом войны. И у него есть целый ряд фрагментов, свидетельствующих о таком понимании его
мышления. С темой огня ближайшим образом связана тема движения, тема развития. Именно ему и приписывают известное изречение «все течет, все меняется», да, связывая это с образом реки, в которую нельзя войти дважды. Но сам же Гераклит о реке ничего не говорит. Этот образ реки, в которую нельзя войти дважды, мы встречаем у Платона, который приписывает это Гераклиту. Но в целом Гераклит вполне бы мог сказать нечто похожее. Тем не менее, мы понимаем общий принцип движения, о котором говорит Гераклит. Он фиксирует, что мир, который нас окружает, не статичен, он пронизан динамикой, становлением. Но мудрость не в том, а в возможности видеть все это как некое одно, как гармоничное начало. Поэтому, говоря об огне, мы имеем в виду некоторую пульсацию самого бытия. Все живет по принципу огня, все пульсирует. В одном из фрагментов Гераклит заметит, этот космос не созданный никем из богов или из людей, мерою возгорающий, мерою потухающий. À l'origine, le monde le plus beau est un tas d'ordures répandues au hasard. Ce monde, pour tous, uniformément constitué, n'a été créé par aucun dieu, ni par aucun homme. Mais il a toujours existé, il existe et existera toujours, feu éternellement vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Само бытие человека, вещей, живет по принципу этого огня. И вглядываясь в образ огня, мы с вами сталкиваемся с ключевым принципом мышления Гераклита. Дело в том, что огонь бытийствует в момент своего угасания. Вглядываясь в его существование, мы находим в нем эти противоположности. Он существует, стремлясь к своей погибели, стремясь к своему уничтожению. Он бытийствует в своем угасании. Так существует все по природе. Так существуют вещи, так существуют реки, так существует весь космос. Но огонь – это наиболее яркий образ этого принципа, связывающим в единство противоположности. Ну а что касается о войне, известный фрагмент, гласящий о том, что война есть отец всех вещей. Одних она делает рабами, других делает господами. К сожалению, очень часто не самые честные философы, не самые честные исследователи философии начинают отсылать к этому фрагменту, когда пытаются заниматься апологией войны. Реальной войны, которая идет по всему миру, всегда была, есть и будет, и, к сожалению, она является частью современной нашей действительности. И вот некоторые мыслители, в кавычках пусть будет сказано, да, пытаются, апеллируя к Гераклиту, подчеркнуть неизбежный характер войны, подчеркнуть, что война стоит у истока самого бытия, и поэтому она является неизбежной, и в этом отношении она является чем-то необходимым, и ее можно как-то оправдать. Такое понимание фрагмента Гераклита в корне неверно. И неверно оно по нескольким причинам. Во-первых, нужно обратиться к самому наследию, к самому фрагменту и посмотреть, что же там действительно написано. Да, мы переводим это как «война – отец всех вещей», но если взглянуть на греческий оригинал, а Гераклит мыслил именно на греческом языке, то там, где мы встречаем слово «война», там мы встречаем слово «полемос». Полемос – это схожее слово с нашим словом полемика. Полемика – это в конечном счете диалог, это развитие речи, развитие логоса в конечном счете, отцом которого был наш философ. Полемика предполагает возможность апелляции к смыслам. Полемика есть конфликтная ситуация, в которой противоположности, сталкиваясь друг с другом, определяют свое содержание. Я только тогда могу сказать о самом себе, когда я сталкиваюсь с другим. Через другого я определяю свое содержание, свои границы. Только тогда я определяю свои границы, когда я сталкиваюсь в конфликтной ситуации с другим. Я при этом не уничтожаю другого, и другой также меня не уничтожает. Мы равны, мы свободны по отношению друг к другу. Диалог принципиально свободная игра двух сознаний.
А война же, та война, которая разворачивается в мире, это война на уничтожение друг друга. Это война эсхатологична по своей природе. Война, в которой есть только один смысл – смысл уничтожения другого, сделать из него пустое место, уничтожить его. Гераклит вовсе не об этом говорит нам. Более того, войны ведутся государствами, а мы с вами знаем, что Гераклит, хоть и является басилевсом, он отверг предложение эфесян править с ними полисом. Образ Полемоса – это образ самого огня, а огонь же – это образ, отражающий процесс становления бытия. Все пронизано огнем. И для выражения этого процесса Гераклит использует слово «испарение», что впоследствии позволяет Аристотелю даже предположить, что начало у Гераклита не огонь, а именно душа, поскольку душа является испарением, самое бестелесное. Далее мы определяем характер этого огня. А каков он? Он имеет два пути – вверх и низ. Не случайно в одном фрагменте Гераклит говорит, что дорога туда и обратно одна и та же. В связи с этим мы могли бы сказать, что дорога по отношению к бытию и к смерти одна и та же. И далее можно определить характер этого огня, который имеет в своей структуре два пути – вверх и низ. Путь вверх – это раздвоение, для того, чтобы существовали противоположности, а второй – это погружение этих существующих в противоположности в некоторое единство. Для обозначения этого процесса он использует образы вражды и спора, а также дружбы и гармонии, то есть согласия. Вражда есть воля к отстаиванию себя, но при этом и формирование своего содержания, своих границ. Здесь как никогда важна фигура другого. Вглядываясь в другого, я понимаю, кто есть я. Да, Сартр будет прав, сказав о том, что ад – это другие, но тем не менее, кто сказал, что мы способны вырваться за пределы влияния другого сознания на нас? Но сама природа, да, это никогда не останавливающееся движение, и Вселенная – переход от одного к другому, от раздвоения к единству и от единства к раздвоению. В связи с этим, опять же, возникает вопрос, насколько уместно говорить о Гераклите как о философе войны. Мы с вами прекрасно показали, что для Гераклита равной степени необходим как полемос, так и согласие, так и дружба, так и единение, без которого немыслимо представление о гармонии космоса и о красоте космоса. Пусть это и звучит несколько тавтологично. Ну что ж, на этом, я думаю, стоит закончить. Понятно, что говорить о Гераклите можно бесконечно. Нет ни одного философа, который бы в той или иной степени не соотносил себя, свое мышление, свою философию с деятельностью Гераклита. Через Гераклита мы все проходим в той или иной степени. С него мы начинаем, к нему мы возвращаемся, у него мы находим почву для представления о том, что значит мысль, что значит мышление, почему оно принципиально противоположно так называемому здравому смыслу. Да оно и понятно почему. Потому что там, где здравый смысл видит движение реки, там Гераклит заметит, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Иными словами, за любой видимостью стоит совершенно иное начало. И Гераклит был одним из тех первых мыслителей, который заметил, что в основе этого движения стоит логос, слово, закон, но при этом такое слово, такой закон, который связывает в единство многообразие вещей. Or, il en devint hydropique. Héraclite descend vers Éphèse pour consulter les médecins.
Ну все. Спасибо, что послушали. Надеюсь, это было не бесполезно. Все. До новых встреч. Пока-пока.